Дорогие друзья, всем ассаламу алейкум. Вы на канале Шеф Готовит. С вами я, Мухаммад Муртузалиев. Нас на канале стало 300 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что подписываетесь, комментируете, смотрите мои видеорецепты. Я стараюсь от всей души для вас. Сегодня в честь такого юбилея приготовлю шашлык из бычьих сердец. Вот такие вот у нас замечательные большие бычьи сердца. Посмотрите, какие они большие. Представляете, если у человека такое сердце было бы. Так вот, покажу вам простой способ, как замариновать их, без всяких заморочек, как правильно пожарить и как правильно покушать. Приятного просмотра. Поехали. Взял угли, заранее подготовим их. Друзья, вот вам небольшой лайфхак. Чтобы ваша бумага или же картонка горела намного дольше, просто полейте немного маслом растительным. И этого будет достаточно, чтобы угли разожглись. Друзья, давно хотел вам продемонстрировать в одном из своих видеорецептов, какой многофункциональный у меня пловер. Как видите, сегодня он будет мне служить мангалом. Так, давайте для начала мы разделаем наши бычьи сердца. Вот такие они у нас тяжелые. Кстати, как думаете, сколько стоят вот такие два сердца? Сколько я заплатил? Вы напишите в комментариях, а через пару дней я выложу правильный ответ и закреплю его.
Нарезаем кубиком, средним кубиком бычье сердце. Затем будем мариновать. Вы же знаете, кому это отнесу. В общем, друзья, для маринада мне потребуется всего лишь 2 специи. Это у нас будет красная сухая аджика и сванская соль. Все, больше нам ничего не нужно. А еще мы возьмем растительное масло, чтобы это все хорошо обволакивало наше мясо. Идемте, я вам покажу небольшой лайфхак с этим колечком. Отрываем колечко. Многие его выбрасывают, а на самом деле это дозатор. Смотрите, как это делается. Вот берем, вот так стягиваем, засовываем вот сюда. Вот так. И вот дозатор. Аромат просто бесподобный. Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт именно вот с 2 этими специями. Я вас уверяю, вам очень понравится. Ну что, приступим насаживать мясо на шампура. Обязательно насаживайте на один шампур кусочки примерно одинакового размера. Это очень важно, чтобы у вас они прожарились по времени одинаково.
шашлык. Это у нас винный уксус, добавим к лучку. Будет очень вкусно. Ну, друзья, попробуем. О, горячий. Так, возьмем. Сегодня, к сожалению, Асадулла к нам в гости не успел. Как бы всегда он вовремя не приходил, сегодня он вовремя не пришел. Уехал куда-то по работе. Ну а мы попробуем шашлык. Сейчас я попробую и скажу, как получилось. Спасибо. Очень вкусно. Я вам серьезно говорю, это очень вкусно. По такому рецепту я готовлю первый раз. Что интересно, это очень простой рецепт маринада, очень простой рецепт приготовления шашлыка и очень вкусно. А как говорится, все гениальное просто, друзья. Так что мотайте себе на ус. Бомба. Друзья, хотелось бы замолвить словечко за мой пловер. Заметили вы сегодня, он мне служил в роли мангала, а в прошлых видео он служил вроде казана. Также у него еще есть много разных функций, о которых я вам расскажу в дальнейших своих видеорецептах. Ну а если вы хотите приобрести себе такой же пловер, как у меня, то я вам рекомендую заказать его у интернет-магазина «Шелковый путь». Это самый крупный интернет-магазин в России по доставке казанов, тандыров, мангалов и прочего оборудования для отдыха дома и на даче. Ссылочку оставлю в описании. Так что переходите, друзья, и смотрите, что у них есть в ассортименте. Интернет-магазин «Шелковый путь», запоминайте. Потом будете вот так вкусно кушать, как я. Смотреть мои рецепты, готовить и кушать. Я кайфую просто. Друзья, и хотелось бы сказать напоследок небольшое пожелание всем моим подписчикам. А нас уже больше 300 тысяч человек. Это очень меня мотивирует и радует. Хочу сказать то, что у каждого начала есть свой конец. И хочу вам пожелать, друзья, чтобы у вас было отличное начало и красивый конец. Такой же красивый, как конец моего видео. И такой же вкусный. Я поднимаю этот стакан апельсинового сока за вас, друзья. Не болейте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Я их всех читаю. До скорых встреч.